Привет всем! Вы это заметили? Пока репортер снимал Чимена, произошло нечто неожиданное, небольшой инцидент, который раскрыл истинное лицо Чингука и Тэхёна. Репортер, слишком сосредоточенный на своей работе, не заметил стену перед собой, пока не врезался в нее. Он получил небольшую травму и выглядел дезориентированным от неожиданного удара. Хотя Чимен был рядом, он не сразу отреагировал, чтобы помочь. В этот момент Чингук, стоявший в нескольких шагах, увидел, что произошло, и тут же бросился к репортеру. Без колебаний он схватил камеру, которую репортер все еще держал, чтобы предотвратить ее падение или поломку. Чингук известен тем, что всегда думает о других прежде, чем о себе. У него такое большое сердце, что кажется, ему нет предела в заботе о других. Несмотря на то, что он мировая звезда с невероятной популярностью, он никогда не забывает, что все мы люди и иногда нуждаемся в помощи. Он без колебаний протягивает руку помощи любому нуждающемуся, независимо от статуса или ситуации. Это одна из причин, почему так много людей восхищаются им и любят его, потому что он демонстрирует качество человечности, которым сегодня обладают немногие. Характер Чингука учит нас тому, что доброта и сочувствие – бесценные ценности, способные тронуть сердце многих. Все сказанное о Чингуке также относится к Тэхёну, они оба обладают схожими качествами, которые делают их такими уникальными. Тэхён всегда чуток к тому, что происходит вокруг него, особенно когда дело касается людей, которые ему дороги. Как будто у него есть шестое чувство, позволяющее ему знать, когда кому-то нужна помощь, и он всегда готов ее оказать, ничего не ожидая взамен. В тот момент Тэхён снова продемонстрировал, почему он так особенный. Он был на шаг позади Чингука, и, увидев, как тот бежит к репортеру, последовал за ним, чтобы убедиться, что все в порядке. Тэхён оставался рядом с Чингуком не из-за недоверия, а потому что хотел быть рядом, если Чингуку понадобится помощь. Их поведение демонстрировало глубокую привязанность друг к другу, им не требовалось ни слова. Они умели считывать жесты и действия друг друга, реагируя синхронно, без каких-либо предварительных раздумий. Общение между Чингуком и Тэхёном было поистине особенным, им не нужно было говорить, чтобы понять друг друга, достаточно было одного взгляда, и все становилось ясно. Такие отношения встречаются крайне редко, и это одна из причин, почему ими так восхищаются многие. Это два замечательных человека не только из-за своей внешности, но и из-за искренних сердец и способности любить безоговорочно. Кажется, им суждено идти рядом, молча заботясь друг о друге, словно Вселенная свела их вместе, чтобы создать крепкую связь. Несмотря на свой юный возраст, Чингук и Тэхён демонстрируют мудрость, которой не хватает даже многим взрослым. Каждый день они преподают важные уроки о том, как относиться к другим с уважением и заботой. Их отношения вдохновляют многих стать лучшими версиями самих себя и ценить связи, которые мы разделяем с окружающими. Как поклонники Тэкука, мы чувствуем себя счастливыми, наблюдая, как их любовь и дружба медленно, день за днем, развивались на наших глазах. Это снова стало очевидным, когда Тэхён и Чингук вместе отправились в Дубай. Они вылетели из международного аэропорта Инчхон днем 2 числа на съемки программы. В аэропорту Чингук оживил атмосферу, держа в руках камеру репортера и делая селфи с Тэхёном. Фотографии запечатлели не только их пленительную внешность, но и их искреннее, естественное взаимодействие. В тот день стало все яснее, что между ними существует особая связь. Это было очевидно просто потому, как они вели себя друг с другом. Химия между Тэхёном и Чингуком была ощутима в каждом движении и взгляде. Когда Чингук начал снимать, Тэхён спонтанно наклонился к нему, демонстрируя комфортную близость. Те, кто видел фотографии, сразу заметили, насколько искренними были их улыбки, признак доверия и уверенности друг в друге. Этот момент в аэропорту – лишь один из многих примеров, эта связь давно очевидна в различных публичных местах. BTS выпустит свой 5-й альбом «Airing» 20 марта. Альбом из 14 треков исследует универсальные чувства, такие как любовь, близость и эмоциональные связи. В музыке BTS отношения между участниками, особенно Тэхёном и Чингуком, часто ощутимы, эмоции, которые они передают через свои песни, также отражаются в их взаимодействии.
То, что мы видим в аэропорту, доказывает, что их отношения настоящие и искренние, даже в толпе они остаются самими собой. Чингук и Тэхён всегда находят способ быть вместе, независимо от того, что говорят другие. Их связь очевидна в том, как они смотрят друг на друга, улыбаются и поддерживают друг друга, не нуждаясь в словах, привязанность, которая выходит за рамки простой дружбы. Небольшие жесты, которыми они обмениваются, подчеркивают искренность этой связи, идя рядом, их тела двигаются синхронно, словно связанные чем-то невидимым. Каждый взгляд и улыбка передают простую радость, радость быть вместе. Они учат нас, что истинная связь не требует грандиозных жестов, простое наблюдение за повседневным взаимодействием раскрывает глубину их чувств. Их связь – это язык, понятный только им, язык взглядов, небольших прикосновений и успокаивающего присутствия. Когда Чингук поправляет воротник куртки Тэхёна в аэропорту, или когда Тэхён мягко улыбается, не говоря ни слова, становится ясно, что они неразлучны. Все это говорит громче слов. Эти действия не постановочны, они просто происходят естественно, благодаря комфорту, который они чувствуют друг с другом. Отношения Тэхёна и Чингука кажутся крепче, потому что они построены на простых вещах, не на грандиозных признаниях или публичных заявлениях, а скорее на маленьких, повторяющихся привычках. Они всегда находят друг друга в толпе, как будто присутствие друг друга – это якорь, который делает все спокойнее. В каждой поездке, в каждом напряженном, изнурительном графике они находят утешение в близости, даже без слов, одного их присутствия достаточно. Чингук часто кажется более расслабленным, когда Тэхён рядом с ним, и Тэхён тоже, его выражение лица всегда смягчается, когда Чингук рядом. Многие фанаты заметили, что Чингук редко держится на расстоянии от Тэхёна, он не кажется неловким, не кажется чрезмерно осторожным. Это контрастирует с тем, как он ведет себя с другими, кажется, только с Тэхёном он чувствует себя в безопасности и может быть самим собой. Тэхён демонстрирует похожую сторону, он позволяет Чингуку входить в свое личное пространство очень естественно. Легкое прикосновение к руке, шаг, соответствующий его движениям, или короткий взгляд, всего этого достаточно, чтобы передать близость, все это кажется искренним, а не постановочным для камеры. Во многих случаях Тэхён кажется эмоциональным защитником Чингука, не словами, а постоянным присутствием. Он всегда рядом, когда Чингук выглядит уставшим или теряет концентрацию, словно спокойная, заботливая тень. То же самое верно и для Чингука, он чутко реагирует на перепады настроения Тэхёна, даже прежде, чем кто-либо другой это заметит. Когда Тэхён молчит дольше обычного, Чингук наклоняется к нему, не чтобы спросить, а чтобы убедиться, что он не один. Их отношения развивались со временем, от двух молодых людей, выросших вместе, до двух личностей, которые понимают друг друга без долгих объяснений. Они учатся понимать друг друга через опыт, через смех, усталость и давление, с которыми они сталкиваются вместе. Многим такая близость трудно понять, мир привык видеть отношения, демонстрируемые открыто. Но Тэхён и Чингук показывают обратное, самые глубокие чувства часто существуют в тишине. Когда они идут рядом, ритм их шагов словно сливается воедино, ничто не было поспешным, ничто не было забытым. Их единство ощущалось сбалансированным, как две половинки, которые дополняют друг друга, не пытаясь скрыть друг друга. Они не пытались никого убедить или что-либо доказать. Все, что они делали, происходило естественно, и именно поэтому их отношения казались такими настоящими. Многие мелкие детали могут остаться незамеченными неподготовленным глазом, но для тех, кто был внимателен, эти детали говорили о многом. То, как Чингук повернулся, чтобы посмотреть на Тэхёна, прежде чем рассмеяться, или то, как Тэхён автоматически подстраивался под него, чтобы быть ближе. Эти привычки не были результатом тренировок, это были рефлексы, сформировавшиеся из глубокого чувства комфорта. Не было неловкости, не было жестких границ, только доверие, которое росло медленно и глубоко укоренялось. В мире, полном пристального внимания и ожиданий, Тэхён и Чингук нашли друг в друге безопасное пространство, место, где им не нужно было постоянно притворяться сильными.